Я родился в Санкт-Петербурге, всю жизнь там прожил. Много-много лет назад встречался с девушкой, и были такие мысли уехать куда-нибудь жить. У меня просто сестра живет во Франции. В принципе, я мог бы как-то, может быть, даже зацепиться за этот вариант, попытаться переехать, и мы с ней даже всерьез это обсуждали. Но мы тогда с ней даже ни дня не работали, полностью зависели от родителей, но у нас были такие влажные мечты, что мы уедем, и там мы очень нужны во Франции, не знаю, в Париже, что мы будем с ней ходить на работу, кайфовать, пить вино, сидеть на сене, как бы, и ничего не делать. А потом, когда я уже там нашел постоянную работу, закончил учебу, уже как-то встал на ноги более-менее, начал зарабатывать, то у меня как-то эта мысль вообще испарилась. Мне нравится путешествовать, нравится узнавать что-то новое, но мне нравится именно приезжать в другие города как гости и возвращаться домой, потому что меня многое связывает с моим родным городом, там и близкие, друзья, родители, там любимые люди, просто любимые улицы какие-то. В Питере очень много приезжих, и буквально, за какие-то последние 5-6 лет у меня очень мало знакомых, которые коренные петербуржцы, не коренные даже, а просто которые родились в Петербурге. Большинство приезжие, ты понимаешь, что люди реально рвут жопу, чтобы приехать в мой город и просто побыть в этой красоте хотя бы там какое-то время, попытаться зацепиться. А я просто с детства здесь родился, и ты просто понимаешь, насколько твой город ценен для других людей. То есть его значимость для тебя вырастает многократно. Был период в моей жизни, когда я был довольно самоуверенным, и мне казалось, что я центр вселенной, и вокруг меня происходит постоянно какая-то движуха, и в целом я тогда не очень ценил людей, и в чем-то был довольно грубый в общении, постоянно подъебывал довольно близких людей, и даже довольно жестко мог как-то о них высказываться. Но потом в какой-то период, не знаю, то ли это связано с тем, что я повзрослел, то ли, может быть, мозгов немного прибавилось, и я осознал одну простую вещь, что вокруг меня очень много хороших людей, которые из-за моего поведения отдаляются от меня, и я понял просто в какой-то период, что я сам этому виной. То есть если я раньше думал, что это люди просто такие, а потом я начал анализировать свое поведение, я понял, что большинство людей, которых, допустим, в чем-то переменили отношение ко мне, я понял, что я сам кучу дров наломал, и с тех пор такое понятие, как дружба и вообще там люди, допустим, кому я приятен и с кем мне приятно проводить время, для меня это уже априори становится, как бы важной частью моей жизни. Но у меня есть определенный круг людей, с которыми меня объединяет там очень долгий период жизни, с которыми меня много связано, и несмотря на то, что мы там можем общаться чуть реже, чем общались раньше, тем не менее, для меня эти люди важны, и ради них я там на многое готов. С этими людьми у меня связан огромный период моей жизни, и они вообще видели просто все, через что я прошел, я тоже многое повидал, через что им приходилось проходить, и все это как бы накладывает некую ответственность, грубо говоря, на те взаимоотношения, которые между нами сложились. Я ходил в изо-студию первый, там, второй, третий класс. То есть я еще вообще, понятное дело, к граффити не имел никакого отношения, там даже вообще не слышал про это. Но я ходил в изо-студию, потому что у нас просто был такой урок ИЗО. И, я что-то вообще не помню каких-то особых своих проявлений талантов в этом. Мне особо как-то, не знаю, было все равно. Я просто ходил туда, потому что все ходили. Были периоды в жизни, когда я жутко депрессовал, и мне казалось, что я стою на месте, и в то же время казалось, что я занимаюсь фигней, пора идти дальше. Сколько можно рисовать свое имя на стене, типа это никому не нужно, но также потом в какой-то период времени я как-то на это стал смотреть под другим углом, и я понял, что это просто мое хобби, это приносит мне определенные эмоции, а вот это вот стою на месте или не стою, в какой-то степени понятное дело, что когда ты рисуешь буквы, ты все равно ограничен какими-то там небольшими рамками,
но в то же время, если тебе просто в кайф работать над самими буквами, это может просто оставаться твоим хобби, как люди ездят на рыбалку, не ставя себе цель прокормить семью своей рыбой, да, просто покайфовать, пообщаться с мужиками, насладиться природой, не знаю, там выпить, поговорить по душам. То также и граффити, это встречи, пересечения, это приезды туристов там или сам ты куда-то едешь, будучи туристом, вы рисуете, получаете какой-то адреналин, кайф. С утра приходите фоткать куски там или ловите трафик. Это тоже заряд эмоций определенных. В той же самой степени сейчас я как бы уже не готов отдавать всего себя этому, так скажем. Ну, то есть в той мере, как я раньше этим занимался. Сейчас граффити заняло определенную нишу в моей жизни, такую же, как занимает, например, занятие спортом или саморазвитие какое-то, чтение литературы. То есть это заняло определенную нишу, которой я уделяю какую-то там часть своего времени в день и просто кайфую от процесса, грубо говоря. Мысли завершить меня уже не посещают, потому что сам процесс приносит мне уже большое удовольствие. С самого детства я очень любил музыку. Как-то так получилось, что я хорошо чувствую ритм, и буквально с там первого-второго класса я ходил на танцы. Сперва это было просто в школе, хореография, что ли, потом в детском лагере я стал ходить на брейк-данс. И сейчас до сих пор, хоть я и не занимаюсь брейк-дансом, мне нравится смотреть соревнования. Когда я прихожу на фесты, я очень часто, помимо граффити, интересуюсь и брейк-дансом. То есть мне очень нравится брейк, я думаю, что если бы я не рисовал, то я мог бы посвятить себя брейку. Мне кажется, что брейк и стайл-райтинг, они вообще очень сильно прям похожи друг на друга, потому что какие формы и пируэты, допустим, парни делают на танцполе, такие же мы пируэты делаем со своими буквами в чем-то, это очень прям перекликается. Ну, я рано остался без отца, вот, но с мамой у меня очень теплые отношения, и до сих пор мы с ней довольно хорошо общаемся. В данном возрасте я особо не нуждаюсь в какой-то поддержке родителей, потому что я сам уже хочу их поддерживать. Помню, как я ходил в школу, не было денег на кроссовки, у меня порвались кроссовки, мы их скотчем заклеивали, типа не пластырем, потому что пластырь видно, короче, а скотчем типа прозрачный, ну, конечно, это все равно было видно. Но я помню вот эти всякие голодные годы, как бы, и, блин, просто респект, что родители через такое прошли. В целом, я не могу ничего плохого сказать про это время. Понятное дело, что какие-то высокие материи мне тогда были не подвластны. То есть какие-то экономические вещи, я их на себе вообще не чувствовал. Допустим, ну сейчас я ем конфеты, в 90-х я, блядь, сахар ел ложками, потому что мне хотелось сладкого. Но сейчас ты можешь купить пирожное, а тогда там мама помидор сахаром посыпала. И это было вообще самое лучшее пирожное. Если говорить вообще о повседневности и стрессовой устойчивости, мне кажется, что стресс появляется в первую очередь от неправильной оценки своих собственных способностей. И поэтому, чтобы избегать стресса, нужно прежде всего трезво смотреть на себя. То есть я прекрасно понимаю, что я не могу изменить весь мир, но я могу изменить самого себя и могу как-то изменить, может быть, свое отношение к каким-то вещам. Поэтому прежде всего нужно понимать, на что я реально могу повлиять, что реально в моих силах, а на что нет. Если это реально в моих силах, то я испытываю не стресс, а такое легкое волнение, как перед каким-то экшеном или перед какими-то событиями, которые там произойдут, и тебе нужно к ним подготовиться. А если я, например, не могу на это повлиять, то я стараюсь просто как-то не думать об этом или отпустить ситуацию. Ну, в общем, я стараюсь сосредоточиться на том, на что я могу реально повлиять и что реально в моих силах, и поэтому прям слишком какого-то супер стресса, который меня бы мог выбить из колеи, я особо не испытываю. Но в то же время вот этот порог, на что ты можешь повлиять, он постоянно повышается, и то есть, мне кажется, это именно вот такой правильный выход из зоны комфорта, когда ты не перепрыгиваешь свою планку, но при этом ее стараешься все время приподнять и к ней подтянуться.
Мне вообще кажется, что состояние одиночества, оно в какой-то степени даже полезно, потому что действительно позволяет посмотреть вглубь себя и как-то, может быть, разобраться в своих противоречивых чувствах, как-то услышать себя, понять, чего ты хочешь, куда двигаться дальше. Поэтому я считаю, что это очень важно уметь сосредоточиться в какой-то момент на себе и понять вообще, отрефлексировать, грубо говоря, где ты, что ты и куда тебе двигаться дальше. Но в то же время я считаю, что человек — это существо социальное, и совсем от социума отрешиться, отгородиться как-то — это тоже неправильно. Приезжал один парень из Москвы, не буду говорить его имя, но он довольно-таки известный художник, и мы тоже с ним закусились на тему того, что какой в этом смысл. Я тогда очень сильно депрессовал и тоже думал, типа, зачем мне это там делать. Он мне сказал очень правильную вещь. Он привел, вернее, примеры своей жизни, что он очень фанатеет по разным андеграундным группам, которые могут вообще, типа, не давать концерты, но у них когда-то где-то там выходили какие-то пластинки, о которых там знают единицы. И он сказал, что один раз он встретил музыканта, чью пластинку там 10 лет назад покупал, и попросил еще что-нибудь из нового, а тот чувак ему сказал: блин, братан, у нас ничего не получилось, ну мы перестали это делать. Он говорит: да ты что гонишь, я, короче, вашу первую пластинку там 10 лет слушал, ты меня сейчас жестко обломал. Нужно помнить о том, что если вы уж начинаете что-то делать, то, возможно, где-то есть ваш слушатель, который, может быть, просто втайне является вашим поклонником, вдохновляется тем, что вы делаете, прежде чем там опускать руки и там ложиться в гроб, условно, подумайте о том, что вы еще, может быть, кому-то нужны, и возьмите себя в руки, черт возьми.